Всем здрасте. В общем-то, я запланировал снять несколько видосиков вот об этих прекрасных гироскопических машинах. Не переживай, я не бросил извращаться с полимерами. Это видео просто дополнение к моему каналу. Откуда я взял целую кучу гироскутеров? А давайте покажу. В прошлом видео я уже рассказывал, как добрейшей души сочинский парень Александр передал мне в дар 6 гироскутеров и 1 сегвей для моих будущих самоделок. Александр мне их не просто втюхал, а еще помог разобрать и довести этот тяжеленный груз до почты. Да, гироскутеры пришли, конечно, раздолбленные в хлам. Почта России. А может быть, они их специально раздолбили, потому что мне сообщили, что одной сотруднице с верхней полки мой гироскутер упал на ногу. Тем самым она получила перелом. Но прости меня, уважаемая сотрудница, и выздоравливай скорее. Сегодня я кардинально ничего переделать не буду, а хотя бы поставлю на ход эти замечательные гиромашины. Задача заключается в том, что хоть как-то привести в порядок корпус, отпилив крылья, накачать колеса без насоса, ну и собрать зарядное устройство с помойки. Как говорится, денег потрачено будет 0, а это значит халява. Да, кстати, ты тоже можешь выхватить принтер на халяву стоимостью 20 тысяч рублей. Если ты еще не прошел регистрацию, само то, ссылочки под видео. Ну что, приступаем к развратным действиям с гиромонстрами? Поехали! Да, совсем забыл сказать, что я хочу протестировать это гироскопическое устройство в минус 20. Насколько оно способно катать меня по снегу, выясним в конце видео. Такой тип электронно-транспортного средства я еще никогда не юзал. Посмотрите, как удобно пользоваться магнитами, снятыми с жесткого диска. Теперь все шурупы обязательно попадут домой, а не как всегда, только половина комплекта. Да, теперь начнется жопа. Это пилить. Ну а тут без комментариев. Кто не хочет помочь? Вторая неприятная тема – это, конечно же, уборка. К сожалению, мой робот-пылесос здесь просто заблудится. Но когда же придумают робот-пылесос с манипуляторами? Наконец-то разобрались. Надо было закинуть все в кастрюльку, да получить какой-нибудь интересный пруток. Ну да ладно. Теперь поговорим о пище для гироскутеров. При неправильном хранении такие аккумуляторы очень часто выходят из строя. Например, вот этот аккумулятор уже дохлый, и ему поможет только замена банок. Ну а вот этот еще можно эксплуатировать, проведем на нем тест самодельной зарядки. Такому аккумулятору нужна зарядка 42 вольта. Не часто встретишь в быту, не правда ли? Но я знаю, где его взять. Давайте покажу. Сами знаете, струйный принтер проще выкинуть, чем отремонтировать. Я встречал очень много образцов на помойке, и не только в Норильске. Вот, пожалуйста, в городе Сочи. Конечно, не каждый БП подойдет к моей задумке, но в них еще куча полезных вкусностей для самоделки. Вот он, красавец. У такого блока питания выход 24 и 32 вольта. Но нам же нужно 42 вольта для зарядки. Придется переделывать. Для переделки блока питания без радиоэлектронных навыков, конечно же, не обойтись. Нужно хоть немножко разбираться в схемотехнике и как вот все эти кругляшки и бочоночки называются. Будьте предельно внимательны, когда юзаете вот такие блоки питания, даже в выключенном состоянии. Вот этот конденсатор набирает до 300 вольт. Если вас то вам даже гладкие белые доски не помогут. Сейчас я это продемонстрирую. При нормальных схемах, конечно же, этот конденсатор завязан с разрядным резистором. Но поверьте, в половине схем из-за экономии его просто нет. Включаю на 2 секунды, и вот она опасность. Конденсатор заряжен, сами видите, 300 вольт. А вот так вообще делать нельзя. Я просто хочу показать вам, какой будет удар электрическим током. Вот так вот. Поехали дальше. Такой блок питания просто так не запустить. Нет, я вам не собираюсь показывать полный цикл переделки этого блока питания. Я лишь покажу вам азы. Все остальное вы найдете в интернете, потому что каждый блок питания индивидуален.
Первым делом нужно найти ключ, выводящий из дежурного режима. В моем случае это SMD-транзистор. На базу эмиттер я повешу соплю, так называется перемычка. Тем самым открою его и запущу блок питания. Вот, пожалуйста, все напряжения в норме. Ну отлично, БП запущен. Но мне же надо отыметь как-то 42 вольта. Для этого в схеме предусмотрен управляющий стабилитрон TL431, если я не ошибаюсь. Давайте порисую. Суть этого прекрасного электронного компонента в том, что, изменяя параметры делителя напряжения на регулирующем пине, я задаю напряжение стабилизации на выходе. На одно плечо я поставлю переменный резистор, тем самым смогу регулировать выходное напряжение. У меня накопилось много всевозможных переменных резисторов. Например, вот такой, очень крутой, шаговый. Это не все типы переменников, а только то, что я нашел в своих запасах. Конечно же, я поставлю обалденный советский резистор SP5-3. У такого резистора бегунок с 16% содержанием палладия. Редкая штучка. На выход я еще дополнительно припаяю несколько конденсаторов. Блок не совсем мощный, 0,7 ампер. Так что заряжать он будет немножко дольше, чем заводской. Вообще этот блок питания для тестовой зарядки. Пользоваться постоянно я им не собираюсь. Хоть и у аккумулятора стоят всевозможные защиты, но сколько уже пожаров было из-за этих литий-ионных сборок. Спросите, а где же взять разъем? Да в любом радиомагазине он продается. Вставляем и выясняем питание. Например, красный провод – это плюс. И к блоку питания у вас тоже должен быть подпаян плюс. Обязательно прозвоните. Отлично, можно подпаивать. Если вы хотите заморочиться, то можете собрать индикатор заряда. Там всего 3 детальки. Но мне хочется уже побыстрее запустить эту дургир-машину и покататься. Вот и отлично. Зарядник стоимостью 1,5-2 косаря сделали из помощного блока питания. Сейчас заряжу гироскутер и продолжим дальше. Проведу тест этому импровизированному зарядному устройству. Оставлю заряжаться на несколько часов, после чего посмотрю емкость батареи. Для вас же я все-таки советую первые испытания проводить где-нибудь на улице во избежание случайных незапланированных возгораний. Ну что, бомж-зарядка работает. Сейчас скидаю эту машину и будем качать колеса без насоса. К сожалению, из 6 гироскутеров 3 материнских платы оказались не совсем в рабочем состоянии. Если ты специалист в этой области, пожалуйста, напиши мне. При сборке, конечно же, как всегда, что-нибудь отрывается. Вот сейчас, например, оторвался контакт от кнопки пуска. Вроде работает. Но колеса, к сожалению, у нее спущены. Сейчас будем накачивать. На улице можно найти всегда что-то нужное. Главное фантазия и перебор нужных комбинаций. Куда же можно применить то, что ты видишь? Так получилось, что у меня нет насоса. Так что попробуем накачать компрессором от холодильника. Обязательно ставьте правильно пусковое реле относительно горизонта. На крышке у такого устройства подписано где вверх, где низ. А вот такую шняшку, не знаю как она называется, наверное зажим для ниппеля, я купил на Алишке за 50 рублей. Отлично, 3 секунды. Накачаем второе колесо. А второе колесо, к сожалению, не качается. Неужели пробито? Вот всегда-то хотел уже бежать кататься, но вонючий случай всегда найдет, где вставить палки в колеса. Одна камера пробита, придется бежать за клеем. В общем, я сходил во все 2 веломагазина. Ни в одном не оказалось ремкомплекта. Говорят, не сезон. Но по дороге я вспомнил, что у меня есть запасная камера. Где я ее взял, сейчас покажу. В прошлых моих видео я собирал детальки для бомж-экструдера, где мне попалась раздолбленная коляска. В кадре, конечно, я показал, как я снял подшипники. Но за кадром я снял еще и камеры для колес, в надежде на то, что они мне когда-нибудь пригодятся. Ну все гуд. Камера от коляски стала как родная. Да, а без крыльев-то этот геролуноход кажется еще брутальней и солидней.
Прям вездеход. Ну что, испытание минусовыми температурами этой гиробрички. После этого я покажу маленький кусочек видео, где вы обалдеете от размера колеса, который стоит вот на этой штуке. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Ну что, кататься можно зимой в минус 10? Все нормально, только шлифует немножко. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Тротуары — это не для меня, потому что я хочу ездить наравне с другими участниками дорожного движения. Эх, пришлось нарушить правила ПДД и обогнать справа автотранспортное средство. Хотя, поначалу я подумал, что он меня просто подрезал. Мой дельтаплан. Мой дельтаплан. Мало колеса. Я хочу еще немного больше. Помните, как пела Линда? Да нет проблем. Вот оно. Ну как вам такой гирозапарик? Сравните. Вот стандартное колесо, а вот колесо от запорожца. Думаете, не крутанет? Владимир, который с радостью помог осуществить мне эту идею, назвал эту штуку гирозапорожец. Как вы думаете, убьюсь я на нем? Ух и зверь. Надо будет, наверное, поворотники стопаки ставить с таким-то колесом. Ну да ладно. Об этом автогиротранспортном беспределе в следующих сериях. Не забывай об этом фотополимерном станке, который может быть твоим. Напоминаю, чем больше комментов, тем больше шанс, что бот выберет именно тебя. Ну что, в следующий раз напечатать пробками или вот этим так называемым поликарбонатом. Буду печатать из этого материала только при том условии, если ты мне посоветуешь нужную тестовую модель. 10-15 сантиметров, не больше. Не забывайте, что в инсте можно посмотреть некоторые куски видео намного раньше, чем это выходит в YouTube. Так что давай мне советы в инсте, чтобы я успел вырезать ненужные косяки до того, как выпущу в YouTube. Ссылочка под видео. Моей мамочке и сестренке большой-большой привет. Я вас люблю. Ну а вы, дорогие мои смотрители, не болейте и храни вас Господь. До встречи! Мой дельтаплан.